Не снимай, не выкладывай. 8 сентября, девчонки и мальчишки. Теперь и басовый комбарь съехал куда-то. Я думал, мы будем что-нибудь мутить, музычку какую-нибудь с пацанами. Я, похоже, чересчур был в себе уверен. Я, получается, остался один на этой базе. Я, в принципе, не жалуюсь. Мне очень нравится, что у меня есть база, что у меня есть барабаны. Да, играть мне не с кем пока. Но я считаю, что это пока. Я, конечно, не причисляю себя к супер каким-то барабанщикам. Но я считаю, что я один из немногих в нашем городе, у кого есть своя база, свои барабаны и кое-какие навыки. Я считаю, что найдутся люди, которые захотят со мной поиграть в музыку. Может быть, мне надо об этом написать где-нибудь, чтобы люди знали, что можно сюда прийти и поджемить, например. Пожалуй, мне надо написать это себе в сообщество, потому что, насколько я понимаю, скоро и вот эти комбари отсюда тоже съедут. Прям предчувствую. Я отдал свою половинку за этот пульт, но когда мне случилось поехать за кубом, я понял, что у меня дико не хватает денег. И я у Андрюхи обратно выпросил эти 9300. Теперь этот пульт вообще мне не принадлежит никак. Поэтому потихоньку вот это все снимаем. Поиграли, покайфовали и хватит. Не снимай, не выкладывай. Кубинский друг. Так. Ой, кто там? Деда там, да? Деда там. Сейчас заедем, все будет. И все будет тебе сразу. Сразу тебе все будет. Ой, кусочек не оттер, прикинь. Черт подери. Так. В общем, задача сегодня отмыть этот безобразие. И потом, видишь, вот эта штука болтается. Вот здесь есть болтик. Либо здесь откручено, либо к самой двери не прикручено. Короче, разбираем. Мыл. Короче, мылом ни хрена. Все равно где-то чумазая, где-то какие-то потеки. Залил пеной, посмотрим, что будет. Сейчас еще потру немножко. Грязная, просто жесть. Смотри, начал тереть. Я ее помыл с мылом, если что. И опять грязь полезла. Как помыть кнопки, которые засранные, находятся вот здесь? Вытащить их и отмыть их со всех сторон. Вот такой вот слой грязи. Я тут потихоньку уже оттираю. Ну и почему дверь болталась? Вот эту надо. Видишь, она не прикручена. Ее надо насмерть прикручивать. Теперь мылом отмываем эту штуку. Не домыл. Обнаружил вот такую штучку. Сейчас приклею на термоклей. Батька приехал. Запускаем его. Отмыл, видишь, кнопки, все четко. Сейчас будем собирать. Эх, сейчас бы сюда шумку бы пришгарить. Все, видишь, как телимкается. Ну ладно, заезжаем. Собственно, мои догадки оправдались. Здесь нет резьбы. Там резьба прям вот в этой, вот в такой кожурке. То есть там не приваренная гайка, а прям вот в тело двери заворачивается. Батя меня заряжает аккум, короче. Я собрал дверь. Отмыл ее. Ну, царапки никуда не ушли, конечно. Эту штуку отмыл. Так. А тут мы сейчас будем красить. Все перерыл. Ничего, кроме эпоксидного грунта, не нашел. Я этим хотя бы перекрою чуток. Потом достану краску. Краска у меня в машине лежит. А это что? Растворитель для переходов. Черная, серебристая или черная? Черная. Все, короче, остатки выдул, пусть сохнет. Пойду краску доставать. Первый слой такой, слегка напыл. Тут капля воды откуда-то вылезла.
В общем, все покрасил. Тут получилось западло. Я все затащил в куб, потому что летают какие-то мошки. Просто ты покрасил, а она такая прилетает, такая. На. Вот это я успел занести, вот это не успел. Вот здесь вот такую вот хрень получил. Это все предполагается еще полирнуть. Если бы эта тварь не села, я бы не полировал. А так мне придется это всю шагру сточить и отполировать. Будет так четко, ровненько, без шагры. Ну, видишь, вот шагра, видишь? Вот такая вот. А ее не будет. Я ее всю сточу. Короче, и феном сушила. И так это вот на солнце уже лежит. Ну, прикольно смотрится. Еще, видишь, не досадила ее до конца. Боюсь трогать. А вот это вот еще собирать надо. Вот это все в нее вставлять. Короче. Не снимай, не выкладывай. Вот такое счастье. Лампочка загорелась, а я еще не заглох. Это говорит о том, что я правильно настроил поплавок. Как она загорелась, я скину одометр. Буду засекать, насколько мне хватит этой горящей лампочки. Бензин у меня с собой, если что. Так, мы снова на базе. Я решил не снимать отдельно обучалку по ноге. Ну, потому что я не офигеть какой специалист по игре ногой. Да и вообще не специалист. Я решил тебе прямо сейчас все снять. Так, сейчас я это сделаю. Чтобы тебе видно хоть что-то было. Ой, коленка у меня, короче, отъезжает. Так вот сделаю, короче. Надеюсь, ты что-нибудь увидишь. Начнем с того, что есть несколько техник игры на педальке. Начнем с того, что есть техника такая, когда пятка стоит. Как ты видишь, у меня отсутствует подпятник. То есть у многих педалей есть подпятник, так называемый, пятка. Видишь пятку? Вот это самая пятка. А здесь ее нету. Нету. Чем меня и привлекла эта педаль, что она необычная. Да? Одна стойка и нету пятки. Она необычная, и этим она меня привлекла. Я всегда покупаю вещи, которые меня привлекают. Они могут быть нефункциональными вообще. Многие говорят, зачем ты это покупаешь? Например, Куба. Чем он тебя привлекает? Не могу сказать. Нравится форма кузова. Нестандартное решение. Допустим, с одной стороны есть окно, с другой нет. Дверь такая нестандартная. Так вот, на этой педали будет сложно играть, не отрывая пятку от пола, например. Да, вот как бы она тут стояла бы, я бы играл просто носком. Когда тебе нужен аккуратный, без особой подачи, такой ударчик, ты можешь использовать такую технику. Пятка стоит, а носок играет. Например. В основном юзают такие ударчики джазмены. Они обычно туго натягивают бочку, и она звучит как том. И чтобы бочка не затыкалась как бы после удара, они не держат колотушку у пластика. Вот так вот. То есть после удара колотушка отпускается. К этому надо привыкнуть просто. Я такую технику не использую вообще. Если мне надо сыграть тихо, я могу в своей технике сыграть тихо. Следующая техника, когда мы играем всей ногой. То есть, то мы играли просто стопой, теперь мы делаем замах.
и делаем удар. Либо мы можем просто на весу как бы играть стопой. Но пятка не касается пола. Очень долго я играл вот таким образом, прижимая колотушку к пластику. То есть после каждого удара прижимая к пластику. У нас был интересный парниша, басист у нас в группе. А также он является барабанщиком. Офигенским, техничным, скоростным. Так вот он мне сказал, что колотушку можно не прижимать. Адепты вот этого удара всей ногой делятся на две части. Первая часть прижимает колотушку после удара, а вторая не прижимает. То есть, когда ты отработал ногой и тебе не предвидится ближайшая четверть, например, играть бочку, ты просто ставишь ногу и расслабляешь ее таким образом. Потом при ударе ты опять делаешь замах и делаешь удар. Сделал удар и поставил ногу. В общем, сейчас стараюсь играть так. Я не прижимаю колотушку не потому, что хочу, чтобы моя бочка звучала дольше, да, то есть когда я просто бью и глушу ее ударом, да, вот прижимаю, это один звук. Если я играю вот так, это другой звук. То есть я не прижимаю колотушку не потому, что мне нужен какой-то звук. Я хочу, чтобы моя нога немножко отдохнула, понимаешь? Я люблю халявить, то есть чтобы похалявить какое-то время, чтобы нога, когда ты ее вот так вот держишь, то есть приподняв пятку, вот эта мышца у тебя в напряжении всегда. Всегда в напряжении. Как только ты ее поставил, можешь сам потрогать, она у тебя сразу, как бы расслабляется. Поэтому я люблю халявить, поэтому я не прижимаю колотушку. Существует еще куча техник, которыми я не владею вообще. Мне достаточно вот этой техники, которой я владею. Я сейчас нигде не играю, поэтому у меня нет стимула развиваться. Что есть, то есть, а чего нет, того нет. Дальше. Натяжение пружины. Мне нравится вот такое натяжение пружины. То есть, если я чуть-чуть отпущу пружину, она уже не будет возвращаться. То есть она висит у меня на максималках, максимально расслаблена. Я не люблю, когда педаль легается или когда тебе надо преодолевать сопротивление, чтобы сделать удар. То есть когда пружина натянута, я это не люблю. Я люблю максимально расслабленную педаль. Все разговоры о том, что я не успеваю играть быстрее двойки, потому что у меня педаль такая ленивая. Ничего подобного. Все я успеваю. Расскажу про точку баланса. Как ты видел, моя нога все время двигается по платформе, особенно когда я играю двойку. Идеально играть двойку вот так вот, снизу вверх. Это чисто физически удобнее, понимаешь? Ты сделал удар чуть ниже, и затем педаль как бы поднимается тебе навстречу, и ты просто ставишь ногу. Это правильно. А вот как играю двойку я. Как ты видел, первый удар у меня идет вверх. Не знаю, почему так. То есть, когда иногда играю снизу вверх, иногда сверху вниз. Этот процесс у меня неконтролируемый. Оно как-то само собой играется. Может, ты заметил, некоторые удары я не добиваю. Все из-за неправильной техники. Если я точно хочу их добить, я просто чуть-чуть сильнее нажму. Не рекомендую так играть. Очень неудобная техника. Если ты только начал осваивать, тебе гораздо проще будет привыкнуть к одному движению. То есть
снизу вверх. Есть, конечно, еще куча всяких техник игры двойками, как, допустим, носок пятка, пятка носок, потом куча таких, как, ну, типа, используют инерцию педали, как бы. Я не использую такие техники, потому что не владею ими, просто не разбирался с ними еще. Баланс, значит. Вот после того, как я натянул пружину, вот так вот, что все болтается, видишь, на соплях, буквально. Мне это очень нравится. Мне надо найти точку баланса. Все равно, что если ты возьмешь палку вот здесь или вот здесь, твоя игра будет зависеть от этого. То есть усилия, которые ты будешь тратить на управление палкой или педалью, тебе надо вот буквально сделать следующее. Начинаем с самого конца топать, чтобы было прям показательно. Нет удара, нет, есть, нету. Понимаешь? Тебе надо почувствовать, где твоя нога сделала самый такой полноценный удар. Я не люблю, когда у меня нога целиком стоит на платформе. Я люблю, когда вот у меня пятка висит слегка, тем более у меня нет этой пятки на педали. Я держу ногу слегка низко. Мне кажется, я здесь прям максимально могу управлять. То есть, во-первых, тебе приходится делать амплитуду меньше. Да, чем ты выше ногу ставишь, тем тебе амплитуду надо делать больше. Чем ниже, тем меньше. Это как бы плюс для меня. Но, опять же, не слишком низко, потому что ты не сможешь нормально сделать удар. Ну и давай набросаю тебе такое упражнение для двоек. Вот такое нехитрое упражнение для того, чтобы научиться контролировать свою бочку и научиться играть все с апдауном. Одиночка, получается, двойка. Одиночка, одиночка, двойка. Играю всегда медленно. 4 и раз. Лайк, подпишись, друг. Благодарочка, колокольчик. Ну, как-то так. Вот и все. Все это выйдет в бложике. Не собираюсь делать это из этого обучалку. Весьма посредственно я играю на бочке. Когда мне надо сыграть какую-то диковинную песню, предстоит прям. Я просто кучу времени трачу здесь. Занимаюсь этой ногой или этими ритмическими рисунками. В общем, заранее ничего не репетирую. Как только предстоит что-то такое умопомрачительное сыграть, как, например, Мьюз, эти брейки через бочку, все такое, я просто засаживаюсь и учу. Все. Спасибо. Наверное, тебя люблю. Ненавижу,